На железнодорожную двухосную платформу поставили артиллерийское орудие массой 5 тонн. Насколько увеличилось давление платформы на рельсе, если площадь соприкосновения колеса с рельсом 5 см квадратных? Так известно о том, что масса орудия 5 тонн. Площадь соприкосновения колеса с рельсой 5 см квадратных. Платформа двухосная, значит, всех колес здесь 4. Потому что на каждой оси по 2 колеса. Всего 4. Так нам нужно узнать, какое будет давление. Начнем с простой формулы, что давление равно F, деленное на площадь. Задачка очень простенькая, просто дает возможность попрактиковаться непосредственно уже в процессе решения, перевести все эти данные размерности, которые здесь, из тех, которые дополнительные системные, в системные. Потому что в системе единицы все тут килограммы, метры, секунды. Переведем это в процессе самого решения. Так, сила, которая здесь действует, это будет, естественно, вес самого орудия. F равно m умножить на g. Уже будем считать величиной 9,8 метра за секунду в квадрате. И после этого получается, что давление равно m умножить на g и на площадь соприкосновения. Но дело в том, что мы знаем, что платформа у нас двухосная, на каждой оси по 2 колеса, 2 оси, значит, всех колес 4. Так, площадь соприкосновения всей платформы будет 4 умножить на площадь соприкосновения одного колеса. И можно подставить сюда все эти данные. Итак, пишем здесь сразу 5 тонн умножить на 9,8 метра за секунду в квадрате. И делить на 4 умноженное на 5 сантиметров в квадрат. Единственное, вот эти значения у нас как-то попадают в обозначение системы оси, но это нужно все будет переводить. Так, давайте будем переводить это все. 5 тонн это не что иное, как 5 умножить на 10 третий чего? Килограмм. Теперь 9,8 оставим так, как было. Ну, давайте обратите внимание, у нас уже сразу готовится вот это значение, становится как ньют. А внизу, если были метры, так вообще было бы замечательно. Но в данном случае это сантиметр. А что у нас собой представляет 1 сантиметр? Это сотая часть метра. Это метр, деленный на 100. И вот вместо этого значения сантиметра подставим вот это значение. Причем подставим его под квадрат. 4 умножить на 5. И теперь вместо сантиметра подставляем значение метры, деленные на 100, чего? Квадрат. Там же сантиметр квадрат. Теперь мы это все в квадрат. И теперь получаем следующее. Перепишем это последовательно. 5 на 10 третий килограмм на 9,8 метров за секунду в квадрате. И делить 4 умноженное на 5. А теперь возносим квадрат, вот это то, что на скобках. Сантиметры квадратные, но мы перевели это километр. Так, 5 умножить на метр квадратный, а 100 в квадрате сразу уйдет сюда числить. 100 в квадрате это будет 10 четвертости. Так мы получаем ожидаемый результат. Килограмм на метр на секунду в квадрате. Это у нас ньютон. И делить на метр квадрат. Это как раз будет 1 паскаль. Запишем. 1 паскаль равен 1 ньютон делить на метр квадратный. Теперь что можно сделать? Можно, во всяком случае, вот эту пятерочку сократить, чтобы она нам не мешала. Так мы получаем вверху 9,8 ньютонов в какой степени? Умножить на 10 в седьмой степени. 3 и 4 в седьмой степени. И делить на 4 метра квадратных. Получаем 2,45 умножить на 10 в седьмой степени ньютон на метр квадрат. Это не что иное, как паскаль. Это будет равно 2,45 10 в седьмой паскаль. Можно перевести в килопаскали или мегапаскали. Можно так оставить. Так, P равно 2,45 10 в седьмой паскаль.